Привет всем, кто смотрит меня сейчас. Я рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. Меня зовут Анастасия Оленева, и я психолог и коуч. Сегодня у нас с вами действительно необычный выпуск. Мы погрузимся в обсуждение самой противоречивой фигуры современности– это Мелстрой. Вместо того, чтобы пересказывать яркие моменты его жизни, я проанализирую его жизнь с точки зрения психологии. Мы рассмотрим, как влияют отрицательные моменты его личности на его взаимоотношения с окружающими, на его поведение в социуме в целом. Мой взгляд будет критическим, но не осуждающим, потому что моя цель — это не осудить или критиковать человека, а именно рассмотреть его личность через психологию и отследить причинно-следственные связи. Этот выпуск не о восхвалении фигуры Мелстроя как таковой, а о попытке рассмотреть сложные черты его характера и как они влияют на принятие решений в его жизни. Так что приготовьтесь к погружению в анализ, который заставит вас, возможно, взглянуть на некоторые вещи совершенно по-другому. И если вы еще не подписаны на мой канал, то самое время поставить лайк и подписаться. Честно, ремонтера. Ну, представьте, вот у меня нет друзей, я не особо общительный, я не могу внедриться в новый контингент, не могу, у меня вот не получается. То есть я реально просто, таким тихим. Так, ну первое, что я вижу, это сразу бросается в глаза, что человек достаточно импульсивный, я бы сказала, дерганый, и, скорее всего, он не умеет управлять своими эмоциями. Посмотрим, что будет дальше. Ходил себе, блядь, и все. Скорее всего, он был достаточно тихий в школе и, может быть, был таким ребенком, которых, так сказать, знаете, в детстве, в школе все время бьют или зажимают где-то в уголочке. Ну, типа, ну чего ты там, детей сейчас руку сломают? Или О, знаете, как эти быдло любят? Сначала подходят, вот. Я уже была права, потому что дальше он как раз начинает рассказывать про свое детство, про свою школу. Кстати, забыла сказать, что я это видео вижу абсолютно в первый раз. В целом я с фигурой Мелстроя не знакома. Мельком, наверное, я посмотрела его Инстаграм, когда кто-то его к себе репостнул в сторис, и на этом мое знакомство с этой фигурой ранее, можно сказать, закрыто. Поэтому действительно я сейчас смотрю это видео взглядом человека, который действительно видит Мелстроя в первый раз. ты нормально, здоровается с собой. Он, ну что ты хуй. Получился я в этом почти на все полгода и не выйдешь. После Я не знаю, откуда Мелстрой, но очень похоже, что он откуда-то из Сибири, из Урала, потому что в целом, когда я училась в школе, у нас, в принципе, у мальчиков был похожий сленг. Кто знает, откуда он, пишите в комментариях. Очень интересно, угадала ли я. когда я был на физре, я отошел с раздевалки. Мои ботинки завязали шнурками, выкинули в мусорку. Штаны тоже так же сделали, выкинули на пол, Ага. потоптались. А ключи мои выкинули с окна. То есть они просто, по карманам пошныряли, то выкинули с окна. Распотрошили полностью мой паршак весь и рофлили, сидели толпой. И ножом разрезали. Здесь ставим на паузу. Какой мы можем сделать вывод? Очевидно, его троллили или булили в школе. Да, он был таким тихоней, над которым чаще всего измывались, которого делали изгоем. И что на этом моменте можно сразу же сказать и на что сделать упор? Скорее всего, вот эта вот его импульсивность, которую я вижу уже с самого начала видео, она сейчас прорывается как такая некая скрытая агрессия, которая была у него в детстве. Интересно, что у него в отношениях с мамой, с папой, потому что чаще всего, если ребенка обижают в школе, если он такой изгой, то, скорее всего, папа не научил отстаивать личные границы, потому что для мужчины очень важно уметь отстаивать свои личные границы, и, скорее всего, там с самого детства контакта с папой было достаточно мало. Ну что, смотрим дальше. Мой ремень ножом прям. Ко мне чел подбегает, он с ними дружил, но более-менее нормально ко мне относился. Подбегает и говорит: это твой ремень? Все. Я такой смотрю, да, и иду туда, смотрю, и вот вижу всю эту картину. Отвечаю, это было реально ни за что. Просто так. Я ни с кем не конфликтовал, ничего, я молчу. Вот ключевую фразу, которую он сказал, что это было реально ни за что, и я ни с кем не конфликтовал. Что подтверждает мои слова, которые я сказала ранее. Идем дальше. Я терпила. Был тогда. Так, ребята, хочу повторить, что я вижу это видео абсолютно в первый раз. Не была знакома с фигурой Милстроя ранее. И ключевые слова, которые он сейчас сказал в этой нарезке, это то, что он в школе был терпилой. Поэтому возвращаемся к отношениям с папой, возвращаемся к умению
отстаивать свои личные границы, и, скорее всего, там действительно есть проблемы в отношениях с папой с самого детства. Ну ты же сама сказала импульс. Я тебе ответил импульс. А что значит импульс? Что значит импульс? Да, что значит импульс? Подожди, ты же не Он задает девушке вопрос, что значит импульс, и по его глазам это видно, что он в курсе. Он знает, что такое импульс, потому что зрачки у него просто бешеные, расширенные. Я не думаю, что это только от алкоголя или от... Скорее всего, в целом у человека не все в порядке с проявлением агрессии. Посмотрим, что будет с этой девушкой дальше. Ты же не шизофреник. Ты же сама сказала, я тебе ответил. Ты дала мне вариант ответов, я тебе ответил твоим же вариантом. Чуваки, Что значит импульс? он шизофреник, Подожди. реально. Он шизофреник, реально. В целом, если делать такой стоп-кадр, то глаза у человека, честно, безумные. И надеюсь, что Милстрой меня потом не найдет нигде, потому что я прописана по своей прописке в паспорте, вот, чтобы также он ко мне не пришел и не спрашивал, что такое импульс. Что такое импульс, блин? Если ты шизофреник, Ребят, скажите, пожалуйста, вы знаете, что такое импульс и какое ваше мнение, что же такое импульс и что под этим подразумевает Милстрой? такое импульс, если ты знаешь, о чем ты говоришь. Импульс. Что такое, блядь? Импульс-то! Вообще достаточно опасно он держит девушку вот так вот сзади за загривок. Я думаю, что в целом, даже если это у них такие сексуальные игры, на что это не похоже, то человек действительно не умеет проявлять свою агрессию, видимо, под алкоголем, под наркотиками, потому что сзади я вижу бокалы, скорее всего, там все это присутствует. У человека еще больше раскрывается эта подавленная агрессия, да. А если возвращаться назад, то мы вспоминаем, что он в школе был терпилой, да, над которым там измывались, где-то его поджучивали, зажимали в углу, то в целом сейчас она во взрослом возрасте у него уже и проявляется только по отношению к тем, кто не может ему ответить. Идем дальше. Импульс — это движение, энергия, передаваемая от одного оппонента к другому. Слово негативное и невероятное. Но вот сейчас я все-таки засомневалась, может быть, это у них какая-то скрытая сексуальная игра, после которой, после того, как девушка говорит определение слова импульс, у них, может быть, начинается прелюдия к половому акту, потому что очень четко прям отскакивают у нее слова от зубов. Так, это я немножко отвлеклась, поэтому переходим к Милстрою. И вербальные ситуации. Ага, позже он ударил ее об стол несколько раз. Надеюсь, с девушкой все в порядке. Вот. И это еще раз говорит о том, что человек проявляет сейчас свою агрессию нездорово, неправильно, потому что из детства есть достаточно много скрытой агрессии, с которой ему тяжело справляться самостоятельно. Идем дальше. Ладно, не, ну, в принципе, короче, смотрите, я, не вижу смысла, блядь, что-то от вас скрывать. Ну, как бы да. Вот уже в этом видео он предстает совсем другим человеком, достаточно спокойно. Видимо, он здесь уже без алкоголя, хотя нет, опять алкоголь стоит у него уже на заднем плане, как будто бы здесь человек в таком состоянии преддепрессивном, потому что взгляд у него достаточно растерянный. И сейчас послушаем, что он скажет. Не успел я, да. Вот. Не успел с батей увидеться. Ой, понятно. Вот, видимо, начинает раскрываться история с папой. Я так понимаю, что произошло какое-то негативное событие, связанное с папой. Поделитесь, если вы знаете, что произошло с папой. Действительно интересно, потому что вот фраза начинается с того, что он не успел увидеться с батей. Отсюда и растерянный взгляд, и достаточно расстроенное лицо. Ну, блядь. Ну, конечно, да, мое бессердечие пока, блядь, оно не сильно работает, нахуй. Прям что-то вообще пиздец. Ну, блядь. Что поделал? Правильно. Что я уже делаю, блядь? А чеканул Действительно. поехать. Вот. Очканул поехать. Беларусь. И пиздец. Все. Мелстрой всем мстит. Каждый день этот пацан донатит стримерам миллионы рублей, чтобы те побрились на лысай. Ага, наконец-то я узнала, чем он занимается. Я так понимаю, что он какой-то крутой стример и, наверное, зарабатывает на этом очень много денег. Я вообще сижу, что-то донатить стримерам. 5 миллионов Донатчик рублей. стримерам. Какая жесть вообще. По миллиону Ликсу, Строгу и Ростику. Свое желание поучаствовать в данный акт
Интересно очень, потому что, несмотря на свою агрессию, да, которую он проявлял к той девушке, в нем есть достаточно много милосердия, да, потому что на том моменте видео с отцом, где он действительно жалеет, что он не смог попасть, видимо, на какое-то не очень приятное событие, и у него действительно открытое и доброе сердце, да, то есть есть вот это вот милосердие, сострадание к людям, потому что, как я понимаю из этого отрезка видео, он достаточно много денег дарит, да, или жертвует каким-то другим ребятам. Также выразили желание Милана Петрова, которая запросила 20 лямов, и Даша Каплан, которая готова побриться на лысо просто... Ага, то есть он не просто так дарит деньги, да, он, получается, если я правильно поняла, то он дает разные задания своим ребятам, да, или подписчикам, чтобы они сделали какие-то интересные вещи за деньги. Как это можно объяснить с точки зрения психологии? Вспоминаем и отматываем назад, что над ним издевались другие мальчики и девочки в школе. И сейчас, будучи взрослым человеком и имея достаточно хорошие деньги, он подсознательно мстит тем людям, которые унижали, издевались над ним в детстве, платя деньги тем людям, которые сейчас готовы на все, да, чтобы он только им заплатил деньги и там побриться нагло, еще что-то сделать. То есть на самом деле в судьбе каждого человека можно проследить вот те причинно-следственные связи, которые тянутся из детства. Поэтому, когда мне говорят, что отношения с родителями и в целом наше детство не влияет ни на что в нашей жизни, то, ребята, вы глубоко ошибаетесь. И вот на примере Милстроя мы сейчас полностью разматываем вот эту вот цепочку причинно-следственных связей. Идем дальше. за еду. Но как мне удалось выяснить, все это Мелстрой делает из-за мести. О, из-за месяца. С известным стримером к нему также пришел какой-то Ага. шум, и всего лишь за 200 тысяч рублей То есть опять мы услышали ключевую фразу. Сейчас он раздает деньги другим людям, заставляет их выполнять какие-то дурацкие задания, только из-за того, что когда он был молодым стримером, к нему пришел какой-то шейх и заставил его сделать то же самое. То есть по факту в его судьбе вот эта вот цепочка повторилась. Над ним издевались в школе, дальше это и продолжается во взрослой жизни. он полностью побрился на лысо. А за сколько бы вы побрились на лысо? Пишите в комментариях. Ребят, за сколько бы вы побрились на лысо? Так, идем дальше, отвлеклась. Это он часы кому-то дарит, что ли? 200 тысяч долларов? Вот опять мне интересно, он просто так подошел к незнакомому человеку, да, вот что это официант был или охранник какой-то, индус, подарил ему часы за 200 долларов. То есть вот в нем все время борются две стороны его личности. Это сострадание к людям и это подсознательное желание отомстить. 5000 долларов это вообще, это же мусорные деньги. Для кого это вообще деньги рассчитаны? Ну, кому-то можно. Ты такую хуйню сейчас несешь, это, конечно, жестко. Дура, 5000 баксов тоже деньги. Блядь, для кого? Ты что, ебался, что ли? Для кого-то точно, вот кто в чате сейчас сидит. А сколько это рублей получается? 50 тысяч, да? 400... Ну, я думаю, что 5000 долларов для него, конечно, когда-то были достаточно огромными деньгами, тем более, я так понимаю, что Милстрой из Беларуси, и вряд ли он из какой-то очень богатой семьи, где 5000-тысячные купюры летали по дому. рублей для Ну да, бро, это деньги. Да фу, пиздец. 10,5 миллионов долларов! Красавчик. Это он правда заработал миллиард? Ну что, я на 1% доллара миллиардер? Я счастлив, я нашел друзей за деньги, смотрите. Они О, очень интересный момент. Я почти его пропустила. Так. Я счастлив, Милстрой. деньги, смотрите. Я счастлив, я нашел друзей за деньги. Пока фиксируем эту фразу и смотрим видео дальше. Смотрите, они со мной. Смотрите, они со мной общаются. Я каждому дал 1000 баксов, чтобы они делали вид, Что они мои друзья, что они я мои выступаю, друзья.
Милстрой, зачем ты покупаешь друзей за деньги? Зачем ты заставляешь людей делать какие-то разные негативные поступки тоже ради денег? Вот, а в конце его фразы, когда он сказал, что вот у меня друзья, ура, ура, то если посмотреть на его взгляд, то достаточно а, глаза выглядят грустно, и как будто бы он растерян. То есть сейчас, глядя на этот отрывок видео, я вижу не взрослого крутого чувака Милстроя, который вот так вот сорит бабками и все такое, а я вижу внутреннего раненого ребенка, который на самом деле хочет, чтобы его любили и дружили с ним по-настоящему. Плакал из-за того, что еще друг разбился. Вот опять мы видим его сострадание, милосердие. И на самом деле я уверена, что у него открытое, красивое, доброе сердце и потрясающая душа. Он после стрима пьяно уехал на мотоцикле. Его пытались остановить, он уехал на мотоцикле и разбил. Насмерть. Ну я тогда, блядь, реально охуел. Я просыпаюсь, представь, он только после стрима уехал, его пытались остановить реально. Он просто вырвался и убежал. И мы услышали там через секунд 10 буквально мозг заводится и резко съебывает. Там уже реально никак было. И ты включил стрим и начал плакать? Не-не-не, мы тогда были на стриме. Потом мы выключили и уснули. Я просыпаюсь утром, и в новостях нашего города разбился мотоциклист. И я охуел! Я думал, бля, хоть бы это ебаный рот не он. Я просто тогда вообще охуел просто жестко. Оказалось, что он, и как бы пиздец. Вот. Ну, такие моменты, да, вот были. Нет общения никакого. Милстрой записывал голосовое своей маме, позже слил это в свою группу Telegram. Очень интересно, слушаем. Блядь, я закрываюсь в алкоголе, бухаю, блядь, не хочу приходить в реальность. Стримы мне только помогали. Не хочу приходить в реальность. Закрывали депрессию. И сейчас у меня пошли осложнения с этим. Я реально болен. И тут я уже даже просто скажу тебе, блядь, невооруженным глазом я болен. И просто я устал бороться. Все, блядь, мне говорят, иди, иди, блядь, погуляй по улице, да. Какая это улица, уебаны? Я, сука, какая нахуй не улица? Я не могу такой в трезвость прийти. Я хочу Очень жалко его на самом деле. в наркотиках, в алкоголе, где угодно, но только, сука, не в реальную жизнь. Я хотел даже, чтобы ты позвала Саню, просто даже потому, что песни было, да не знаю, потому что он ассоциируется. Начну комментировать достаточно долгое голосовое сообщение, да, которое он записывает своей маме. По голосу слышно, что человек действительно находится в отчаянии, в растерянности. Он не понимает, как жить дальше, да, вообще, что делать. И, естественно, когда у нас есть разные ситуации в жизни, то мы идем, конечно же, за поддержкой своим родителям. И если у него не осталось сейчас папы, то понятно, что он пошел к маме, чтобы хоть какую-то поддержку от нее получить. Очень здорово, что он понимает и признает то, что у него есть проблемы. Проблемы с алкоголем, возможно, он и понимает, что есть проблемы с тем, как он проявляет свою агрессию. Я не знаю, работает ли он с психологом, на самом деле его запрос легко решается, потому что он уже осознал и принял то, что у него есть проблемы. Потому что самое главное в работе с мужчинами — это чтобы мужчины понимали, что есть проблема, есть запрос, и с этим надо работать, потому что стадии отрицания у него как таковой нет. И очень интересно, почему он уходит от реальности действительно за счет алкоголя, за счет. И в целом, когда люди занимаются каким-то онлайн-бизнесом, там, не знаю, играет в онлайн-казино, стримит целыми днями. Тоже понятно, что людям не очень классно жить в настоящей реальности, потому что там есть виртуальные друзья, там есть виртуальные фанаты, там есть люди, которые тебя понимают и любят за то, что ты просто есть такой, какой ты есть. Идем дальше. Это с детства, блядь.
Потому что он сам по себе позитивный, и я мог с ним выпить, выговориться. Я мог с ним выпить, я мог с ним выговориться. Скорее всего, он раскрывается только тогда, когда в нем есть алкоголь, да, когда в нем есть. Это тоже можно легко объяснить с точки зрения психологии, однако это нельзя применить к настрою, потому что в целом зачем люди выпивают алкоголь и употребляют. Когда в жизни есть скрытая подавленная агрессия, то только за счет употребления алкоголя или человек может расслабиться и показать вообще свое истинное лицо. Поэтому присмотритесь даже к своим друзьям или знакомым, как меняется их поведение после того, как они уже выпили критическую норму алкоголя. Пиздеть. И даже ему денег подарил и решил жизнь. Вот видите, он уже опять кому-то подарил деньги, уже не первый раз я слышу из этой нарезки, потому что человек, к сожалению, хочет получить одобрение и любовь от окружающих и в целом использует деньги как такой быстрый инструмент. Улучшить. Я переслал эти сообщения, если что. А теперь зачем он переслал это голосовое сообщение своей маме? Скорее всего, от мамы он не получил ту поддержку, которую он хотел получить тогда от нее в моменте. И чтобы получить одобрение, поддержку и любовь, условно, он переслал это сообщение в свою группу в Телеграм-канале. Потому что, возвращаемся опять, в реальности, скорее всего, друзей нету, виртуальных друзей и фанатов много. Что мы хотим получить через виртуальный мир? Мы хотим также получить одобрение, любовь, поддержку. Я написал маме. Ну, я даже думаю, что действительно я смылся один. Просто через несколько. Полностью один. Потому что у каждого уже будет семья. Я психологически ощущаю себя реально одиноким человеком, одиноким максимально, но при этом. Вот еще раз делая на этом акцент, почему ходит в виртуальный мир. Вот он сейчас сказал вот эту вот ключевую фразу, что я чувствую себя одиноким. Чувствую себя одиноким, ухожу в виртуальный мир, ухожу в алкоголь. Кайфую с этого одиночества. Мне действительно оно не доставляет такого сильного дискомфорта. Я не думаю, что он кайфует от одиночества, потому что он бы тогда не покупал себе друзей за деньги, не пытался бы кого-то там спасти или купить. Когда срыв у меня происходит, вот у меня был тот срыв, когда голосовой я в телегу отправлял, этот срыв такой был, как будто... я там даже упомянул то, что я, может быть, даже хотел бы в кого-то влюбиться, хотел бы какие-то отношения. Типа какие-то отношения. Девушка в моей жизни бы помогла бы мне спастись от огромного количества проблем. Проблем, например, с алкоголем. Вот он опять сказал ключевую фразу. Я надеюсь, что девушка поможет мне решить мои проблемы в жизни, да, то есть он хочет себе найти кого? Найти спасателя, чтобы она его, как котенка, вытащила, извините, из той лужи, в которую он попал. Проблема с тем, что я у всех подряд. Я думал, там же Морген бы решил пост сделать, материальную помощь пострадавшим. Я думал, подрубиться, может быть, тоже. Это просто поддержка людей. Тут понятно, да, он опять проявляет свое милосердие и сочувствие к людям. Кто-то пишет сейчас в чате, типа плюс реп, а кто-то пишет, не лезь туда, не советую, нахуй. А вот это чисто объективно вот сказать, по какой причине, допустим, нет. Я думаю, как реализовать один момент. Я хочу в Беларуси попробовать организовать такой движ. Я гуглил, в Беларуси, если не ошибаюсь, около 300 или 500 домов, приютов, детских домов. И, я думал, чтобы какая-то команда людей объездила всю страну, закупила спортивный инвентарь туда, в каждый именно детдом, и как-то что-то вот такое. Я еще думаю, что? То есть просто деньги дать, это тупая. Согласна. Хотела бы подвести итоги, что я могу сказать про Милстроя в целом. В целом видно, что у него есть несколько граней личности. Несколько граней личности имеет абсолютно каждый человек, да, и у него постоянно, как на весах, он не понимает, какая сейчас часть личности его перевесит. То есть здесь у нас детские травмы, обиды, да, возможно, проблемы в отношениях с мамой, с отцом в том числе, да, вот эта попытка купить всех за деньги, сорить деньгами и
заставлять людей делать какие-то непонятные поступки тоже за деньги, чтобы отомстить тем, кто над ним издевался в детстве. С другой стороны, мы видим, что он проявляет достаточно много сострадания, сочувствия, и реально человек любит других людей. Поэтому я надеюсь, что с ним кто-нибудь работает. В любом случае, я бы очень хотела, чтобы он работал с каким-либо специалистом, потому что видно, что человек действительно нуждается в помощи, и, к сожалению, налицо есть признаки достаточно негативного эмоционального состояния, что может приводить к разным негативным последствиям и поступкам в жизни. Поэтому я желаю Милстрою, чтобы он встал наконец-то на свой истинный путь, понял, кто он, простил всех, кто над ним издевался в детстве, наладил отношения с мамой и с отцом, и касательно еще отношений к женщине, да, вот тот отрезок, где он держал девушку там за шею, также характеризует его отношение к женщинам. Почему там, скорее всего, есть и проблемы в отношениях с мамой? Потому что тот мужчина, который уважительно относится к своей маме, который гордится ей, да, который восхищается и боготворит, то он также относится и к остальным женщинам в целом. То есть мужчина себе не позволит относиться к любой женщине, даже какой-то там, извините, проститутке, вот таким подобным образом. Ну что, мы заканчиваем сегодня наше путешествие в мир сложных личностей, фигурой которого сегодня был Милстрой. Я надеюсь, что анализ на примере Милстроя позволил увидеть вам, как влияет детство, как влияет отношение с родителями в жизни каждого человека на то, какие выборы, какие поступки, в целом на поведение, как себя человек ведет во взрослой жизни. Я надеюсь, что анализ на фигуре Милстроя позволил вам увидеть причинно-следственные связи, которые есть в жизни абсолютно каждого человека. Спасибо вам за то, что провели это время со мной. Я буду благодарна вам за каждый комментарий, за каждое мнение, которое вы оставите под этим выпуском. Не забудьте подписаться на канал для того, чтобы не пропустить видео, которые будут следующими. Если есть кто-то, кого бы вы хотели увидеть в следующем выпуске, таком, как сейчас был разбор Милстроя, то оставляйте комментарии, и мы обязательно учтем ваше мнение. До встречи в следующих видео. Пока-пока!